Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам покажу детский магазин. Позади меня называется Ботти. Извините, что в маске здесь нельзя снимать, иначе будет штраф $400. Так вот, Ботти магазин. Мы здесь любим очень этот магазин. Здесь довольно-таки цены средние, не высокие и не низкие. Не забываемся подписываться, не забываем ставить лайк. Смотрите видео. Здесь очень большой выбор всяких вот этих сосочек, мосочек, бутылочек. Кстати, магазин очень чистый, здесь очень приятно, всегда пахнет вкусно. Девчонки здесь очень вежливо, хорошо разговаривают. Цены, конечно, здесь средние, не очень высокие, но и не дешевые. Вот такие есть сосочки, есть резиновые. Посмотрите, цена ихняя 52 лиры и есть силиконовые 21. Почему такая разница? Я вам как-нибудь сниму видео и покажу, в чем разница силиконовых и резиновых сосок. Здесь большой выбор подушек. Есть подушки для беременных, есть подушки для малышей, для грудничков. Цены 130 лир. Все подушки по 130 лир, 109 в пределах этой суммы. Продается вот такой детский порошок, сделан на натуральной основе, из натурального оливкового тертого мыла. Кстати, я беру это тоже для своего малыша, стираю этим порошком. Цена у него достаточно-таки доступная, 20 лир. Здесь 1 килограмм порошка. Мягкие игрушки. Кстати, в Турции игрушки довольно-таки дорогие. Я не знаю, с чем это связано. И если вы знаете, напишите в комментариях, я тоже это буду знать. Посмотрите, одна вот мишка, одна собачка, довольно-таки они небольшие. Цена у них 90 лир, 130 лир. Есть вот такие коврики для малышей. Цена у них тоже достаточно-таки дорогая. 250 лир, 350 лир. Но когда мы хотели покупать такой коврик, нам в магазине почему-то сказали, в некоторых магазинах Турции запрещены эти коврики. Игрушки довольно-таки дорогие. В Турции, как я уже сказала, посмотрите, 100 лир. $70 лир. Есть деревянные игрушки, сделанные из натурального дерева. Музыкальные. Есть детские. Детские погремушки. 20 лир, 60 лир, 50 лир. Это резиночки для зубов. Погремушки красивые, конечно, выбор здесь есть. Есть прокладки для кормящих мам. Цены их не от 25 лир, 90 лир. От 25 до 90, в общем, вот эта вся стена здесь состоит из этих разных прокладок. Памперсы довольно-таки большое количество. Цены их не тоже 60 лир, 80 лир. Разные абсолютно. Но мы с малышом попробовали очень много марок. Мы пробовали Prima, мы пробовали Molfix, мы пробовали Pampers. И вы знаете, у малыша от всего была аллергия. Единственные памперсы у нас не сделали аллергию, это Слиппи. От Слиппи я в восторге. Они сделаны на натуральной основе из бамбука. Вот здесь даже написано он хлопок, бамбук и органические материалы. По городу самые дешевые памперсы у нас оказались в этом магазине.
берем слипи пятерочку, здесь она 30 лир, 29,90. Мы берем в таких больших объемах, больших получается 50, но сегодня почему-то их нету. Есть всякие мочалочки тоже на натуральной основе, как они называются, честно не знаю я, спонжик или как. Цены тоже здесь 21 лира, 70 лира. Мочалочки вот такие я взяла своему малышу разноцветные, очень классные. Набор для ногтевого сервиса от 90 лир и выше. Продаются всякого рода горшочки. Сидушки на горшочек продаются разные. Цены довольно-таки тоже нормальные, от 21 лиры и выше. Горшочки здесь. Вот этот горшок, например, стоит 300 лир. Почему горшки такие дорогие, конечно, мне непонятно. Этот горшочек 200 лир, похож на унитаз. Прикольный. Ванночки, ведерки для купания малыша. Тоже от 27 лир и выше. Вся ванная утварь. Всякого рода кенгуру здесь и есть. От 150 лир и выше. Честно вам скажу, я кенгуру не пользовалась. По консультации и по своему знанию это не очень полезно для позвоночника малыша. Также здесь и есть автокресло. Автокресла, конечно, здесь не дешевые, они на 1200 лир и выше. Есть вот такие качалки для малыша, тоже от 300 лир и выше. Вот такие столики для кормления от 200 лир и выше. Честно, мы заказали в интернете за 70 лир. Буквально нам обошелся такой столик. Еще в Турции распространены вот такие качалки. Но, по моему мнению, мне кажется, это тоже не совсем полезно, потому что малыш здесь согнутый весь спит, и мне кажется, это не очень хорошо для позвоночника. Цена ихняя от 300 лир. Также есть здесь женский бюстгальтер для кормящих мам. Цены их начинаются от 35 лир. Здесь даже очень удобно, если вы что-то купили не так или не то, здесь дается 10, кажется, дней или 2 недели на то, чтобы поменять. Даже если вы не успели за это время поменять, вы подходите сюда, они вам вместо товара дают на эту же сумму чек, и потом с этим чеком в течение 2 лет вы имеете право здесь сделать на эту сумму покупку. Здесь очень много косметики, как для мамы, для кормящей женщины, так и для малыша. Ухочистки. Ухочистками я для малыша не пользуюсь, потому что, опять же, это вредно. Отиты получаются у малышей от того, что мы неправильно заталкиваем эту серу к малышу в ухо. Это тоже я как-нибудь сниму вам видео. Малыша берем вот такое мыло детское, жидкое, 19 лир его объем, литр. Дочке беру я вот такой шампунь для детских волос, для девочек, 23 лиры. Также тут есть для деток и поильнички, всякие бутылочки. Вот это называется, если я не ошибаюсь, ниблеры. Я тоже купила своему малышу, но, честно вам скажу, я
буквально, ну, 2 раза ему дала. Особо она мне не пригодилась, она у меня валяется дома. Потому что у моего малыша зубки рано вышли, и как бы он уже зубками хрустит у меня в 9 месяцев. Посуда для деток от 25 лир и выше. Есть и по 100, и по 200. Рад yapıyorum size. Девчонки здесь все очень вежливые. Вот такие наборы есть сразу со слюнявчиком. Этот набор стоит 200 лир. На магните всякие тарелочки от 22 лир и выше. Термоса от 30 лир и выше. Органические, экологически чистые продукты для малышей. Здесь, например, эти макарошки безглютеновые от 8 месяцев. Полная инструкция на каждый продукт здесь. От 19 лир. Изюм пекмез даже есть, натуральный сахар, сахарный сироп. Печеньки галетные я малышу брала, ему, кстати, очень понравились. Тоже безглютеновая вся продукция. Кашки, пюрешки всякие здесь от 5 лир и выше. Ну, как я уже не раз говорю, не в первом видео, баночками я особо не люблю пользоваться. Это каши. А здесь очень много смеси всяких разных производителей от 60 лир и выше. Очень большой выбор смесь каш здесь. Вот здесь мне нравятся их отдельные столики. 3 возьми, а 2 заплати. Здесь скидочные всякие бывают штанишки, маечки разного рода на разный возраст. Также здесь стоит стол, но здесь и маечки без рукавов, начиная от 9 лир. Без рукавчиков. Это бодики здесь и маечки. Здесь то же самое. Закончилось электричество. Также здесь очень большой выбор на разный возраст ортопедической и обычной, кожаной и не кожаной обуви для малышей. Большая тут целая стена у них. Цены очень разные, начинаются от 30 лир и выше, смотря какую обувь вы будете смотреть. Сейчас у них товар уже вышел на лето. У них сезонный товар здесь. Костюмчики, маечки и все такое. Вот также у них скидочная, это скидочный стол от 1 до 4 лет, от 20 лир и выше. Штанишки. Для новорожденных здесь пруд пруди море. Боже, какая здесь красота. Цены от 20 лир и выше. Еще у них здесь вот сейчас идет акция скидки на все 20%, 40%. Для новорожденных, боже, красота какая. Для мальчиков отдельная стена. Для девочек отдельная стена. Для девочек пруд пруди. Боже, какая красота. Также есть тут и наборчики для новорожденных. На выписку всякого рода наборчики очень красивые. Цены тут отличаются от количества вещей, находящихся в коробочке.
Вот такие большие есть. Разные наборчики. Очень много их тут, я вам скажу. Прям заходи и выбирай. Полотенца детские. У нас тоже такое есть, кстати, очень удобная вещь. Вот эта штучка одевается на голову малышу после бани. Одеяла всякого рода, разные. Одеяла цены от 50 лир. Еще внизу здесь у них есть огромное большое количество детских колясок, детских всяких этих. Что мне еще нравится, здесь в Турции везде есть отдельная комната для кормления. Вот такая вот здесь комнатушечка, очень чистая. Можете покормить своего малыша или перепеленать. Коляски 1500 лир, 3000. В общем, цены очень разнятся, смотря что вы хотите взять. Ходунки. Ходунки, честно, у нас тоже есть, но мы им тоже особо не пользовались. Наш малыш сразу встал на ножки и стал ходить по дивану. Для позвоночника это тоже не очень полезно. Ходунки здесь от 150 лир и выше.